Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как можно сделать декор вашего шопера, нового или старого. У меня шопер с размерами 27 сантиметров длина и 35 сантиметров ширина. Поэтому отрезок, который у меня приколот булавками, он равен где-то 40 сантиметрам. И сейчас на него я буду крепить отрезки по 2 метра 20 сантиметров, 24 отрезка. Делаю лицевое крепление, использую хлопковый шпагат 4 миллиметра, такого сиренево-лавандового цвета, это вообще мой любимый цвет, поэтому надеваем на него отрезки, надеюсь, что вы понимаете, как мы это делаем лицевым креплением. На видео, я думаю, все правда понятно. Также я думаю, что ваш шопер может быть шире, моего, поэтому отрезков у вас получится больше, либо меньше, но, пожалуйста, соблюдайте такое количество отрезков, чтобы оно было кратно 4, чтобы наш квадратный узел удался. Я думаю, кто плел макраме или плетет, знает, что квадратный узелок у нас должен содержать 4 нити, и нам лучше использовать кратное 4 количество отрезков. Надев все отрезки, я сейчас разделила их на 3 части по 8 своих вот этих вот нитей, которые я надевала в каждой из частей. И буду начинать делать в первой части квадратные узелки. Квадратный узел плетется очень просто. Сейчас вы увидите это на видео. Мы берем первые 4 нити и складываем нить, которая у нас находится слева, дугой на 2 нити, которые у нас находятся в центре. Складывается дуга слева. Сейчас нить, которая справа, кладется поверх и через заднюю стенку проходит эти 2 нити и выходит в петлю, которую мы создавали в начале. Левая дуга вот эта наша была. Подтягиваем. И делаем все наоборот. Делаем дугу справа правой нитью, кладем поверх нитей. Потом нить кладем слева просто поверх и через низ продеваем в дугу. У нас должен появиться такой язычок с перемычкой. Перемычка должна быть слева. Это левосторонний квадратный узел. Сделали первый, перейдем ко второму, третьему и четвертому. В первой части у нас должно получиться 4 квадратных узелка. Далее мы перейдем ко второму ряду, третьему и так далее. Второй ряд будет являться соединением 2 нитей первого узла и 2 нитей второго узла. Третий ряд, соответственно, будет еще ниже, и мы будем плести его уже из 2 узлов. И последний ряд у нас будет состоять из 1 узелка. Мы создадим таким образом треугольничек из квадратных узлов. Я думаю, вы все понимаете и спокойно можете это все проплести. Я же ускорю видео, потому как надеюсь, что квадратный узелок вам дался, и вы замечательно сейчас его плетете.
После того, как мы проделали треугольничек из квадратных узлов, мы его будем обрамлять репсовым узлом. Внимательно посмотрите, как плетется репсовый узел. Берем самую боковую нить, кладем ее по диагонали вниз. Она у нас будет ведущей нитью. На нее мы будем наматывать остальные нити. То есть сбоку одна и сбоку другая. Такое обрамление. Положили, берем следующую нить и начинаем. Вот так вот кладем лодочкой, я это называю, поверх нашей ведущей нити. И заводим в эту лодочку. Получается бочоночек. У меня тут каждого свое название. Один раз сделали, и второй раз также проделываем. И получается, следующие отрезки мы каждый раз делаем намотку 2 раза. У нас создается репсовая диагональная брида вниз. Идем до середины, в одну и во вторую сторону. Если в эту диагональ вы хорошо поняли, у вас получилось, то обязательно посмотрите, как мы будем плести диагональ в другую сторону, потому что иногда возникают сложности с этим, поэтому рекомендую все же посмотреть. Вот что я и говорила. Сейчас в другую сторону диагональ начинаем. Положили ведущую нить и кладем на нее следующий отрезок в лодочку, продеваем. И еще один раз. Обязательно никуда не торопитесь. Вам легко дадутся репсовые узелки, как только вы не будете никуда торопиться и поймете, что это очень просто и легко их плести. Я выполняю максимально все медленно, как могу. Надеюсь, что вам все понятно. Данный узор, который мы проделали в первой части, я попрошу вас повторить и в третьей части, точно такой же треугольничек создать. И приступим к нашей средней части, второй. Здесь для начала нам нужно будет просто с вами пройтись репсовыми диагональными узелками вниз, чтобы у нас получился такой вот заборчик, такой вниз-вверх, вниз-вверх. Вот видите, до середины именно пройдемся. Потом у нас появится начало ромбиков таких, и мы в ромбиках уже создадим узор, который вы можете создать по своему вкусу, усмотрению. Я создаю тут, который мне нравится, вы можете создать то, что вам будет нравиться. Но вот на данном этапе внимательно посмотрите, то есть создаем вниз диагональ и вверх заборчиком.
Я решила, что мне мало одной линии из репсовых узелков, и я хочу проплести еще одни линии репсовых узелков, чтобы получилось их по 2. Но тоже плести буду не все. Это тоже на ваше усмотрение. Хотите вы такое проплести или не хотите, можете просто перемотать видео, посмотреть, как у меня получилось это все, понять, что, о, да, мне нравится, и я сделаю так же, либо сделать по-своему. Тут уж у каждого есть выбор, что очень радует. Поэтому я вам его предоставляю, просто показываю, как можно сделать. В итоге проделали мы вот такую эмку, да, но это тоже мне так захотелось, я нарисовала, увидела, что такой узорчик мне будет мил, и на этом шопере будет прикольно смотреться. Сейчас, как я уже говорила, в этих ромбиках будем создавать узорчик. Я рекомендую тут создать узор бриллиант, если вы с ним знакомы. Либо, конечно, вот как я сейчас покажу, я ставлю подсказку на этот узор сбоку, и под видео тоже будет, как он плетется. Поэтому сможете посмотреть видео, как плетется этот узор, либо сейчас же здесь посмотреть, потому что я думаю, ничего сложного в этом нет.
сплели данный узор, надеюсь, не запутались в ваших нитях. Сейчас я также вторую линеечку репсовых проплету. И с другой стороны создам точно такой же вот узорчик в ромбике и проплету также линеечку вторую из репсовых узелков. Ну, как бы зеркалю полностью свою сумку. То, что создаю слева, то создаю и справа.
Видите, спускаемся все ниже, и у нас уже осталась буква L, а не M. И сейчас я хочу создать вот в этом центральном ромбике такое вот обрамление из квадратных узелков, обрамление внутри квадратными узлами. Просто пойду как бы сначала вверху, потом вниз по диагонали, в одну, в другую сторону, и собирая ромбик то же самое. Вот, надеюсь, что вам тоже такое понравится. Если не понравится, то, как обычно, можете придумать что-нибудь свое на выбор.
И вот последний ромбик я уже не стала проговаривать, что я тут буду делать, просто решила только верхушку сделать из квадратных узелков. Интересно будет посмотреть, что же у вас получится. Надеюсь, что репсовые узлы вам не мерещатся, вы не устали, вы отдыхали. Сейчас, когда мы все это проделали, нам нужно подрезать, да, длину нашего шопера. Будет она длиннее, будет она диагональнее, либо какой-либо еще. И остается только пришить нашу основную нить. Да, я буду проходить под узелками, то есть я пойду с изнаночной стороны шопера, ввожу нить и прошиваю под узелками, чтобы нить не было видно. Также я еще пришью по некоторым вот таким вот основным частям, которые отходят от шопера, чтобы он у меня сильно не отходил, а был приближен. Я надеюсь, что вам удалось украсить ваш шопер узором, который вам нравится. Если это видео было вам полезно, то поставьте лайк, напишите комментарий, получилось ли, и поставьте колокольчик, чтобы получать уведомления.